проход в одну ногу или в две делаешь? Я, наоборот, любитель зарубиться. Как ты вообще сама относишься к тому, что к тебе подходят люди на улице, фотографируются? Честно говоря, я прям не могла поверить. Приоткроешь ли завесу тайны? Я думаю, это вообще не окупается. Первые единоборства твои были, это тайский бокс. Я хотела какую-то базу. Как вообще вот это случилось? Вообще, я люблю работать именно первым номером. Сегодня у нас в гостях действующий боец UFC. Я бы хотела, чтобы мои дети умели себя защитить. Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях чемпион лиги Fight Nights Global, действующий боец UFC, мастер спорта международного класса по греблингу. И все это в лице прекрасной Лианы Джоджуа. Лиана, здравствуйте! Изначально хотелось бы поговорить о том, как вообще оказалось так, что вы начали выступать в России и вообще как переехали в Россию. Это было в каком-то раннем детстве, либо это уже было ваше осознанное решение? Когда я родилась, в Грузии было послевоенное время, и жизнь очень была плохая. Не было света, не было тепла, не было еды нормальной. И было очень тяжело жить, и мои родители в возрасте, когда мне было 3 года, переехали в Москву. И с тех пор уже 20 лет мы живем в Москве, обустроились уже тут. Вот. Что я стала выступать в России? Я тут училась, я закончила школу, университет и тренировалась. Я, естественно, тоже тут, и выступать тоже стала уже в России. С чего вообще начался путь в спорте? Это сразу были какие-то единоборства, либо это было что-то иное? И главное, привели вас за руку туда мама или папа, либо это было самостоятельное решение? Самостоятельное решение я не могла вообще никак принимать. Все мне приходилось просить у своих родителей. Без их разрешения я никуда пойти не могла. Я их очень долгое время уговаривала отдать меня на тайский бокс. Ранее я занималась спортом, никогда не занималась профессионально, и единоборствами тем более я не занималась. Это были спорт как большой теннис, плавание, фигурное катание. Но меня долго это все не влекло, 2 года это был мой максимум. Мне надоедало. И когда мне было лет 16, с тех пор я уговаривала родителей, что очень хочу на тайский бокс. Где-то год я их уговаривала, у меня не получалось, но все-таки такие там некоторые произошли ситуации в жизни, что они решили, ладно, пусть пойдет, потренируется, может быть, ей это тоже надоест, и с такой целью меня туда отправили, думая, что я это скоро заброшу. На данный момент, когда уже есть какие-то успехи определенные, что говорят родители? Жалеют, не жалеют? Мама меня всегда жалеет, и она очень недовольна этим видом спорта, так как любая мать не любит, когда ее ребенок калечит себя или калечит других, и она всегда переживает за мое здоровье. В первую очередь, она, когда звонит мне после соревнований, она спрашивает, как мое здоровье, и больше ее ничего не интересует, проиграла, выиграла, это для нее уже второстепенно. А отец немножко это другое, поскольку я одна в семье, еще и дочка. Отец, как все отцы, наверное, хотели сына, тоже хотел сына. И сначала он был против моих занятий, дал добро, но так не хотел все-таки, чтобы я этим занималась. Через некоторое время, когда у меня уже пошли какие-то успехи, точнее, сначала у меня пошли поражения, после этих поражений мышление моих родителей очень сильно изменилось, и они решили, что раз я это дело все равно не бросаю, то лучше они мне помогут, чем я буду плохо выступать и получать гораздо больше травм из-за того, что они мне как-то не помогали, наоборот, и мешали в этом деле. И когда у меня уже они начали помогать, уже пошли победы, уже пошли хорошие какие-то успехи, и мой отец, конечно, уже очень сильно гордится мной, постоянно показывает своим друзьям, шутит на эту тему, типа, я хотел сына, у меня почти получилось, в таком духе. Хорошо, ты сказала сейчас изначально, что первые единоборства были, это тайский бокс. Параллель хочу уловить.
первое единоборство — это тайский бокс, мастер спорта международного класса по грэпплингу. Как вообще ты пришла вот к грэпплингу и вообще переквалифицировалась из ударника в борца? Несмотря на то, что я занималась тайским боксом, я понимала, что ну, что-то не так. У меня не особо хорошо это получалось. У меня удар сильный, в принципе. То есть, например, в ММА, в стойке, я больше показываю свою стойку, чем, например, в тайском боксе. В тайском боксе мне это выходило гораздо хуже. Ну, за счет роста и других каких-то качеств. Когда я уже перешла в смешанное единоборство, начала бороться больше. И когда уже я начала бороться, я поняла, что просто я изначально выбрала не тот вид спорта. Что, ну, если бы я выбрала еще тогда, лет в 17, борьбу, может быть, вольную или спортивную борьбу, какую-нибудь другую, у меня были бы какие-то хорошие успехи, но мне кажется, я просто ошиблась изначально. Но ничего страшного, я все равно много успела сделать, пока я из ударника превращалась, так сказать, в борца. Вот, и выиграла чемпионат Москвы, потом России, потом и мир, и выполнила мастер спорта международного класса. Вот. Ну, конечно, обидно, что я раньше не начала этим заниматься. Откуда вообще возникла мысль идти в смешанное единоборство и выступать профессионально? Вот именно возьмем тот период вот перед первым боем. Вот как вообще вот это случилось? Это был человек какой-то, который тебя увидел, сказал: ты станешь звездой, я вот хочу помочь тебе в этом. Либо это твое какое-то спонтанное решение было, не знаю, увидела где-то это в телевизоре, тебе понравилось и так далее. Как это все было? Я когда пришла именно в тайский бокс, я изначально хотела уже перейти в смешанное единоборство, но я хотела какую-то базу. И мне нравилась база тайского бокса. Вот, я смотрела там бои Джина Карана, она как базовая тайка, мне очень сильно нравилась, и я тоже хотела с такой базой прийти. Вот, и я так начала этим заниматься, и потом уже, когда в смешанное единоборство я перешла, ну, без борьбы там делать нечего, я начала бороться, и просто я по ходу дела поняла, что это у меня лучше получается, чем, например, тот же тайский бокс. Вот, это все вышло очень случайно. А насчет того, что, например, как я перешла, это все получилось случайно. Мне просто позвонил мой одноклубник по тайскому боксу, сказал, не хочу ли я подраться по ММА. Я сказала, ну, конечно, хочу. Вот. И тогда провела свой первый поединок. Выиграла в первом раунде нокаутом в печень. Вот. И мне очень понравилось, это все затянулось. Но у меня никогда не было такого, чтобы кто-то меня вел или кто-то там говорил, ты станешь будущей звездой или еще чем-то. Ну, у меня каждый бой происходил как-то спонтанно. То есть так выходило, что я под кого-то всегда приезжала. То есть я никогда не дралась у себя, можно сказать. Одно дело, когда ты борешься, и ты сосредоточен на том, чтобы бросить человека. Но второй момент, когда ты борешься, но тебе параллельно бьют по голове. Как вот ты переламываешь вот этот момент именно в боях для себя? То, что, например, одно бы ты делала по грэпплингу, а второе ты делала бы с учетом того, что тебя могут бить. Какие-то обманные движения наносишь, допустим, серию и заходишь. Вот лично твои коронки какие есть вот в этом плане, чтобы именно перевести человека в борьбу? Я, наверное, пришла в этот спорт уже какая-то отмороженная, потому что я не боялась, что меня ударят, пока я что-то там попытаюсь сделать или еще что-то. Я, наоборот, любитель зарубиться, вот. Поэтому в этом плане я никогда не беспокоилась. Типа, как там не пропустить удар или еще что-то, я рублюсь как отмороженная. Вот. А в плане того, что какие-то там приемы для перевода, у меня любимый это классический прием проход в ноги. Он достаточно эффективный, сложный, честно говоря. Потом я, когда уже тренировалась с вольниками, мне уже сказали, почему ты постоянно проходишь в ноги. Говорят, что, ну, они мне объяснили, что, в принципе, это один из самых сложных переводов. Есть намного легче другие переводы. Но я когда перешла, например, в ММА, мне изначально начали учить именно проходу в ноги, и так получилось, что это стало моим излюбленным переводом в партер. Но я не любительница переводить, я больше все равно рублю стойки. Но если меня перевели, я готова бороться. Проход в одну ногу или в две делаешь, и как маскируешь его?
Я проход в ноги, именно в 2 ноги делаю. Я его делаю не совсем как вольники, я его делаю, получается, то есть у меня левая нога спереди, а когда борются вольники, у них правая нога спереди. То есть я выходит с другой стойки, прохожу и плюс. Ну, самое такое простое обманное действие — это кинуть левый прямой, левый боковой и зайти так. Или какую-то комбинацию, которая тоже будет заканчиваться именно на левую руку и так зайти в ноги. Вот. Ну, любой проход нужно закрыть ударами. Вернемся к твоим боям, которые у тебя проходили самые первые. Вот первый бой, ты говоришь, это была студенческая лига. Второй бой у тебя был в какой лиге? Второй бой, это я сейчас про 2 любительских своих боя говорю. 2 любительских. И это по ММА были, но и любительские. Второй был Кубок Спарты, назывался турнир. Он был в щитках, тоже он был любительский. Я его тогда выиграла добиванием сверху. Но тоже не я перевела в партер, но так оказалось, что все-таки я была в доминирующей позиции и тоже в первом раунде выиграла таким образом. Затем как раз-таки я поехала в Ярославль. Вот, это был мой первый профессиональный бой тогда. И выиграла в первом раунде техническим нокаутом. То есть я в клинче попала коленом и уже добила. Я еще помню, меня тогда рефери схватил и вышвырнул от моей соперницы. Вот. После какого боя и каким образом вообще это происходило? Это было что-то спонтанное, неожиданное? Либо это уже целенаправленно все к этому шло, что тебя пригласили уже в более известный российский промоушен Fight Nights? И какой на тот момент, когда тебя пригласили в Fight Nights, у тебя был рекорд? Меня не приглашали, так сказать, Fight Nights. Мой на тот момент менеджер, ну, и владелец клуба, где я тренировалась, предложил мне подраться в Fight Night, если я хочу, что он договорится за меня, и он договорился в итоге, и я там подралась. То есть это было таким образом, так, чтобы меня туда приглашали, такого не было. Вот, я туда, по-моему, пришла с рекордом 5-2 или 4-2, если я не ошибаюсь. По-моему, 5-2. В каком клубе ты тогда тренировалась, когда тебя менеджер твой предложил тебе выступить в Fight Nights? Это мой первый бой в Fight Night, когда был, я дралась от клуба Club Fighter. Вот, на метро Румянцева, до сих пор там, бывает, тренируюсь. Вот. А уже потом, после этого боя, я уже начала выступать за клуб Ахмат. Я провела 2 боя. Перед боем с Мариной и потом уже сам бой с Мариной. Тоже оба боя у меня было за клуб Ахмат. Как вообще получилось так, что ты попала в Ахмат? Ну, они за мной следили, поздравляли меня с победами и так далее, писали мне. И на один из турниров московских меня пригласили на турнир, вот, Патриот Абузаид Жандарович. Я пришла на этот турнир, познакомилась с ними, со всей командой, с президентом клуба, и они сразу мне сказали, что все, мы тебя забираем. Ну, я, в принципе, не против была, поговорила со своим старым клубом, то есть мы это как-то согласовали, никаких там обид у нас не осталось, я там до сих пор тренируюсь, бывает. И так я уже стала бойцом клуба Ахмат. И затем уже они начали мне помогать, ну, мое единственное условие, я сказала мне, что нужно мне давать условия для того, чтобы я хорошо подготовилась. И, в принципе, они сами были в этом заинтересованы. И сделали мне тогда мои первые сборы против Марины Мохнаткиной. Тогда я поехала в Гудермес, в Чечню, и провела там самые, наверное, хорошие сборы. Чечня, как вообще там воспринимается то, что девушка занимается ММА вообще в целом? Вот вообще, можно ли себе представить в Чечне такое? Оказывается, можно.
Да, такое можно представить. И у меня на сборах была девушка даже чеченка по национальности, она бывшая дзюдоистка. Вот. Ну, если это все в рамках приличия, то и если ты этим серьезно занимаешься, то тебе там помогут, нет такого, что тебе будут мешать. И что мне больше всего понравилось в Чечне, что мне всегда тренеры помогали, обращали на меня внимание, готовили меня и на меня смотрели именно как на спортсмена, а не как на девушку, на мужчину. Они не разделяли, все было абсолютно равным. И мне очень нравилось отношение, именно вот это профессионализм. Это было действительно, может быть, для кого-то удивительно, но оно было вот таким. А если говорить именно, например, в Чечне со стороны публики, я не думаю, что когда-нибудь там будут женские бои, но когда я приезжаю в Чечню как гость, меня очень часто приглашают туда на турниры, я с удовольствием туда езжу, и когда ко мне вообще очень много людей подходит, чеченцев, фотографироваться, очень многие меня там знают, узнают на улице. Ну, действительно, я в этой республике очень сильно популярна, и это все благодаря, естественно, моему клубу. Они тоже часто обо мне пишут, что я их боец и так далее, заботятся обо мне. И поэтому я в Чечне только самое хорошее увидела, самое хорошее отношение ко мне. Даже, можно сказать, в Москве я больше критики подвергалась, чем в этой республике. Как ты вообще сама относишься к тому, что к тебе подходят люди на улице, фотографируются, узнают тебя? Я думаю, дальше будут узнавать еще больше. Ну, мне очень приятно, на самом деле, когда меня узнают. Я никогда не отказываюсь с кем-то сфотографироваться, даже если у меня вообще ужасный вид, я там, может быть, с 2 фингалами и так далее, я всегда сфоткаюсь. Даже после боя, когда у меня все лицо было разбито, нос был где-то в 3 раза больше, я не ушла, пока я не сфотографировалась со всеми желающими. Ну, я к этому вот так отношусь. Может быть, пока из-за того, что я не настолько сильно популярна, например, как другие звезды, но все-таки я думаю, что это, наоборот, очень здорово, и мне это очень нравится, наоборот, и очень приятно. Неотъемлемая часть популярности – это Инстаграм. Вопрос, сама ведешь свой Инстаграм или уже на этом уровне есть кто-то, кто им занимается, тебе некогда, ты занята тренировками? Мне помогают вести Инстаграм, но я то есть я сама в нем сижу, я сама в нем отвечаю, читаю, бывает. Конечно, все успеть сделать я не успеваю, есть люди, которые мне помогают, с текстом бывает, помогают еще с чем-то, но в основном веду Инстаграм именно я. Ну, кто будет лучше вести Инстаграм, чем я сама? То есть, если кто-то тебе захочет написать, поддержать, отвечаешь ты, не человек, который этим занимается? Нет, я отвечаю, но просто у меня часто бывает, что я не могу просто ответить. И если со мной кто-то там связаться хочет, там есть номер, где можно связаться с человеком, договориться и так далее. Мне действительно сложно через мой Инстаграм с кем-то вести беседу. Как с личной жизнью? Но это вопрос, без которого никуда. Пока не замужем. У нас других ответов сказать, наверное, нельзя. Да. На самом деле, как сказать, как с личной жизнью? Все меня спрашивают, когда я выйду замуж, но это такой момент, ты его не запланируешь. Как выйдешь, так и выйдешь. Как позовут, как появится человек, за которого хочется выходить, тогда и выйду. Конечно, я хочу, пока я считаю, еще рано чуть-чуть мне выходить замуж, там ближайшие 2-3 года я настроена вообще, что создам семью, уйду в семейную жизнь, А пока что тишина. Сейчас тебе 23. Сейчас мне 23, да. Какие ключевые моменты, которыми отличается женское ММА от мужского? Я думаю, что особо каких-то сильных различий нету, кроме каких-то физических различий между женщиной и мужчиной вообще в целом. Возможно, женщины более, так скажем, недумающие бойцы, чем некоторые мужчины. Хотя мужчины некоторые тоже бывают так, но просто я говорю, что бывает очень часто. Женщины чаще бывают более рискованные, более агрессивные,
и более такие непредсказуемые, так скажем. В боях ты чаще предпочитаешь работать первым номером, именно задавать свой стиль, либо ты работаешь от противного, то есть исходя из того, какие сильные стороны есть у соперника. Как именно ты работаешь? Вообще я люблю работать именно первым номером, но бывает, что приходится работать вторым номером, какой-то план на бой может есть. Вот. Но так в целом, конечно, я люблю задавать свой темп, я люблю прессинговать, и первым номером это моя излюбленная работа. Придерживаешься ли ты какого-то особого питания, какого-то режима сна, режима того же самого питания? И бывают ли такие крупные весогонки вообще, в принципе, у тебя были ли они в твоей карьере? Ну, самая крупная вообще весосгонка, это была моя вот крайняя на Марину. Я с 68 где-то килограмм гоняла, и для меня это было очень много. И я перед боем за месяц где-то я придерживаюсь питания, и я на диете скидываю, так скажем, и там пару грамм оставляю, чтобы водой согнать. Но в основном я именно убираю жировую, мышечную массу, и то есть, ну, не изнуряя себя именно весосгонкой, чтобы не устать сильно, чтобы не чувствовать себя плохо. Ну, не хочу организм сильно, так сказать, портить. И вот последняя, наверное, да, она была такая достаточно сложная. Я придерживаюсь диет, бывает, работая с диетологом. Иногда мне пишут целое меню, но иногда просто мы, например, отталкиваемся от того, какое у меня питание есть и что из этого можно кушать и так далее, в зависимости от того, где я. Весосгонки, питание, диетолог, массажисты. Очень много различных пунктов, которые важны для бойца, который занимается профессионально единоборствами. В российском ММА окупается ли хотя бы вот это? Какие у вас зарплаты? Нет, я думаю, это вообще не окупается. Несмотря на то, что у меня был бой чемпионский, я считаю, что это очень маленькие деньги, особенно для чемпионского боя. Вот. Ну, питание – это отдельная тема. Во-первых, это все очень сложно готовиться. Если ты это заказываешь, это все большая затрата денег. И если хочешь хорошо и правильно питаться, нужно очень много денег на это тратить. Вот. Во-первых, питание уносит очень большие деньги. Честно говоря, я не просчитаю сейчас, но это действительно очень дорого. Спортивное питание также отдельно, это тоже очень большие деньги на это уходят. Массажисты, прием минимум 2000 рублей стоит у массажиста хорошего. Это просто, я говорю, самый минимум. Вот. И какие-то другие еще услуги, ну, это все, конечно, стоит денег, сборы тоже стоят больших денег, и перелеты. И это вообще никак не окупается, ну, вообще никак. Большинство спортсменов держится на том, что им помогают их клубы, отдельно у них есть еще спонсоры, которые им платят деньги, они сидят на зарплатах и так далее. Но именно на гонораров от боев в российском ММА, ну, по крайней мере, я точно могу сказать, что на этом я не смогла бы хорошо зарабатывать, вообще окупать те расходы, которые у меня есть. Как вообще произошло то, что тебя подписали в UFC? Это была какая-то определенная долгая, кропотливая работа твоего менеджера? Они тебя заметили, это был какой-то спонтанный звонок, которого ты, в принципе, даже не ожидала. Как это все происходило? Через некоторое время после боя, практически год прошел, и мы поняли, что никаких будущих планов у Fight Nights на мои бои уже нету. Вот. И мы уже решили, что надо двигаться дальше и что-то уже делать, потому что застой уже достаточно долгий выходил. И как раз-таки в то время меня спросили, готова ли я, если что, вдруг подраться в UFC и подписаться сюда, хочу ли я этого. Я сказала, что, естественно, я этого хочу. Вот. И менеджер начал работать, я уже, он мне сказал дать ему время, где-то примерно месяц. Спросили, в твоем клубе хочешь ли ты там выступать? Да. Это менеджер из моего клуба. Вот. И я дала добро на это, и через некоторое время, через месяц примерно, все уже написали мне, что все готово, контракт с UFC уже есть, и они мне его пришлют, я его просто почитаю, проверю, и, в принципе, уже могу подписывать, и, в
принципе, все. Я боец UFC. Честно говоря, я прям не могла поверить, вот, что все-таки это случится, потому что, ну, слишком долгое время я ждала, застаивалась, у меня уже прям надежда погасала, что же мне делать дальше. И когда все-таки я оказалась в лучшей лиге на данный момент, я, конечно, у меня весь мир, наверное, перевернулся, я очень рада была. Считаешь ли ты для себя это неким апгрейдом? Считаешь ли ты, что это твой определенный некий новый уровень в соперниках, новый уровень в организации боев, новый уровень финансовых вопросов? Конечно, с финансовой точки зрения UFC намного лучше, чем российские промоушены. Плюс это совершенно другая медийность. То есть, ну, она у меня и была и раньше. Мирового уровня. Да, это уже мирового уровня. Конечно, и раньше у меня было там много разных предложений, СМИ мной заинтересовалась, но именно после подписания с контрактом UFC, просто через буквально минуту, как это все появилось в сети, у меня просто все взорвалось, у меня писали и в рекламах каких-то сняться, и в интервью у меня, и на телевидении меня начали приглашать, много-много предложений каких-то различных появилось. Это все благодаря тому, что именно UFC такого уровня и настолько известна именно в мире. Я это прекрасно понимаю. И я понимаю, что чем дальше я зайду в этот мир единоборств, я думаю, что еще больше это все раскрутится, и еще больше дверей для меня откроется. Понимаешь ли ты, что в UFC сама политика ведения боев, она иная? Даже взять тот же самый трэш-токинг. Приемлемо ли для тебя вообще понятие трэш-токинг? Готова ли ты устраивать шоу? Либо ты просто будешь спокойно выходить в ринг, делать свое дело? Ну, я, наверное, такой достаточно темпераментный боец. Я, в принципе, не против закуситься. Вот. Просто я считаю, что должна быть какая-то мера, и какие-то грани переходить не стоит там, на личности, оскорбления там, близких людей, семьи и так далее. То есть, ну, должна быть грань, вот я так считаю. Но чтобы там был какой-то трэш-токинг, какой-то стёб, там, шуточки и так далее, я, в принципе, этого не против. И даже, можно сказать, меня это так мотивирует в дальнейшем к бою, это меня как-то злит, бодрит, веселит. И, ну, в принципе, я, наоборот, любитель так закуситься пару словечками. Приоткроешь ли завесу тайны в договоре с UFC, какие источники прибыли, источники доходов прописываются, помимо того, что вы получаете с боев, реклама, еще что-то? Да, есть спонсорские от Рибака, также есть от одежды, которая будет продаваться, ну, с твоими инициалами. Оттуда, насколько знаю, тоже есть процент. И, по-моему, с игры тоже там, ну, когда ты будешь в игре, там тоже какие-то деньги есть. Вот. Ну, там достаточно лояльный, во-первых, контракт, он мне очень понравился. Вот, если сравнивать его там с российскими промоушенами, он гораздо такой приятный, располагает к себе, там, вот, и доходов там каких-то гораздо больше, чем от других промоушенов, конечно. Там, ну, действительно очень много всего прописано, откуда еще помимо боев может прийти денег. А какие запреты есть в договоре? Что нельзя делать бойцу UFC? Ну, бойцу UFC, во-первых, нельзя выходить на бой не в одежде от Рибок, то есть у них договоренность с Рибок, и все эти спонсоры, только с ними ты можешь выйти. Но Рибок тебе за это платит деньги, пусть и немного, как можно было бы заработать с другими спонсорами, но все-таки платит. Будущее. Ближайшее, далекое, неважно. Родилась у тебя дочь. Отдала бы ты ее в смешанное единоборство или нет? Если нет, то в какой бы спорт отдала? Когда у меня будут дети, дочь или сын, неважно, я их отдам вообще на различные виды спорта. Обязательно я отдам их на плавание. Я считаю, это один из самых благоприятных видов спорта, который развивает тело. Вот. Но если говорить о смешанных единоборствах, я бы хотела, чтобы мои дети умели себя защитить. Неважно, это девочка или парень, они должны будут себя уметь защитить, но в плане того, чтобы они этим профессионально занимались,
вообще в целом я не буду выбирать для своих детей, кем они хотят стать. Захотят они врачами стать, захотят они бойцами стать. Это все их выбор. И сказать им нет, не становись бойцом, это плохо. Как я могу это сделать, когда я сама боец, и я сама буду пример для них, поэтому я не буду ставить такого выбора. Но я хочу дать возможность, как и мне дали возможность мои родители, проявить себя, заниматься разными видами спорта и развивать их физически и морально. Друзья, с нами была Лиана Джорджио. Лиана, хотелось бы тебе пожелать дальнейших успехов в UFC, Спасибо. побед, сохранить здоровье. Было очень приятно познакомиться. Взаимно, спасибо большое.